Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе об мессенджере Telegram и о его возможностях. Я расскажу о более чем 10 функций и возможностей этого мессенджера, поэтому даже если ты опытный пользователь этого мессенджера, я уверен, что после просмотра видео ты будешь знать на несколько функций и фич больше, чем знаешь сейчас. Мессенджер Telegram становится все более популярным, и многие люди уходят из других мессенджеров к Телеграму. Из WhatsApp сейчас много людей в связи с последними изменениями в политике WhatsApp переходят в Telegram из других мессенджеров в Telegram, что обуславливает очень большую популярность этого мессенджера. И я думаю, это видео будет полезно для многих людей. Поэтому, не теряя времени, давай приступим. Там, где и как скачать, я не буду рассказывать постов. Просто в Play Market вводишь Telegram и можешь скачать официальное приложение Telegram. Это то, что есть на данный момент. Хотя ходят слухи, что хотят этот мессенджер из-за его зашифрованности удалить из Play Market и App Store. Но на данный момент, на начало 2021 года, Telegram есть в WhatsApp. Есть вот оно, официальное приложение, поэтому давай скачаем, установим и откроем его. Первая функция, о которой я хотел рассказать, это беззвучное сообщение. Предположим, ты знаешь, что твой собеседник находится на каком-то совещании, либо может быть в школе на уроке, или в институте на паре, или где-нибудь еще, где требуется соблюдать тишину. Ты можешь отправить такое сообщение, которое не будет издавать у него никаких сигналов оповещения. Даже если у твоего друга стоит режим со звуком, ты можешь отправить такое сообщение, которое отправится без звука. Например, написал сообщение, и если удержать на значок «Отправить», можно выбрать пункт «Отправить без звука». И твой собеседник получит сообщение без звукового сигнала. То есть он увидит твое сообщение только тогда, когда сам откроет телефон и увидит оповещение. Тут же переходим ко второй функции. Мы можем отсрочить отправку сообщения, то есть отправить сообщение по расписанию. То же самое, удерживаем на значок «Отправить» и выбираем «Отправить позже». Например, сегодня через 10 минут. И нажимаем «Отправить сегодня в такое-то время». Следующая функция, которая есть в Телеграме, это секретный чат. Для этого нажимаешь в нас пользователя, открывается окно, в котором информация о пользователе, нажимаем три точки и выбираем «Начать секретный чат». Нас спрашивают подтверждение, нажимаем «Начать». И здесь краткое описание, что такое секретный чат. Используется оконечное шифрование, никаких следов на серверах, удаление по таймингу, запрет пересылки и, как ты сейчас можешь видеть, нельзя записывать экран и делать скриншоты. На главном экране будет вот такой значок, что это секретный чат. И когда ты захочешь завершить его, ты можешь удалить. Следующие функции и возможности Telegram касаются безопасности. Для этого мы нажимаем на главном экране на три полоски слева, заходим в настройки,
Далее конфиденциальность. И здесь внизу безопасность мы можем установить пароль на приложение. То есть, чтобы запуск приложения сопровождался паролем. Устанавливаем, придумываем пароль четырехзначный, подтверждаем этот пароль, и он будет установлен. Также можно сделать разблокировку отпечатка пальца. И по умолчанию у нас установлена автоблокировка через 1 час. То есть по истечении 1 часа, к примеру, приложение будет заблокировано. Мы можем нажать на это значение и выбрать любое другое из предложенного. Приложение будет становиться под пин-код через выбранное время. По умолчанию у нас установлен блокировка автоматическая через 1 час. А если нам нужно сейчас прямо заблокировать, то нажимаем вверху на значок замка. Все, мы заблокировали. И теперь при следующем входе нас попросят ввести пароль. Но даже если мы не нажмем на блокировку, то через установленное время в настройках приложение само заблокируется, то есть попросит ввести пароль при следующем вводе. Также в настройках конфиденциальность. В этом же пункте есть еще одна полезная функция, которая называется двухэтапная аутентификация. То есть помимо того, что при установке приложения и новом входе в программу вас требуют ввести номер и потом сообщение по смс присылают с кодом, можно еще дополнительно установить пароль. То есть, если кто-то захочет установить Telegram к вашему номеру телефона, то ему потребуется иметь доступ и к вашему номеру телефона, то есть возможность прочитать смс-сообщение, и еще знать пароль. То есть это называется двухэтапная аутентификация, значительно усложняет получение доступа к вашему аккаунту. Очень советую воспользоваться этой функцией здесь и вообще везде на всех сайтах, где такая возможность имеется. Google аккаунт тоже можете защитить такой функцией. Это очень полезная функция. Также здесь есть такая полезная функция, как удалить аккаунт по истечении некоторого времени. То есть, если вы, к примеру, не заходите и не появляетесь в Телеграме более установленного времени, то аккаунт будет удален. И, соответственно, все данные, все сообщения, вся история переписок будет удалена. По умолчанию, на самом деле, это уже установлено. Если вы не будете пользоваться Телеграмом 6 месяцев, то ваш аккаунт удалится и вся история сообщений будет удалена. Здесь можно это изменить. Максимальный срок 1 год, минимальный 1 месяц. Следующая функция, о которой хотелось бы поговорить, это редактирование отправленных сообщений. Предположим, вы отправили сообщение с ошибкой, и вы можете отредактировать уже отправленное сообщение. Для этого удерживаете. Для этого либо нажимаете разово, либо нажимаете и удерживаете. Если вы раз нажмете на сообщение, то нужно будет выбрать «Изменить». Соответственно, редактируете, и сообщение будет изменено. Либо удерживаете и вверху нажимаете на значок редактирования. Вот такая полезная функция есть в Телеграме. Также вы можете отправлять смайлы. Для этого вам нужно нажать «Ввести собаку» и английскими символами GIF. И далее будет поиск по анимированным изображениям.
И можете из всего списка выбрать какой-нибудь, либо отправить свой по поиску. GIF, пробел. И еще одна интересная функция, которую вообще мало кто знает, это поиск по YouTube. Для этого мы вводим собаку и вводим английскими символами YouTube. И далее мы можем искать по видео. Эта функция, надо сказать, и не всегда прям 100% корректно работает, но тем не менее довольно интересная. И я думаю, она получит развитие, эта функция, поэтому будет работать все стабильнее и стабильнее. Но даже, как видишь сейчас, нам удалось найти по нашему запросу видео. Соответственно, если запрос будет более точный, мы найдем видео, которое нам нужно, и сразу отправим. Следующая функция, о которой я хотел поговорить, это так называемые избранные. То есть, если мы зайдем с главного экрана, нажимаем на 3 полоски вверху, здесь есть такая папка избранная. Сюда мы можем добавлять избранные сообщения. Это такие сообщения, которые мы, к примеру, часто отсылаем. И чтобы потом воспользоваться, чтобы потом не печатать это сообщение, мы можем нажать и удержать, потом вверху стрелочка, и кому-нибудь переслать. Таких сообщений может быть у нас очень много в избранном. Также можно сюда добавлять какие-то голосовые сообщения и прочее. Кроме того, избранное можно использовать как записную книжку. То есть просто добавлять сюда какие-то сообщения, которые никто кроме вас не прочитает. Грубо говоря, вы отправляете сообщения сами себе. Потом их можно удалять, либо пересылать кому-то. Также есть в Телеграме такая функция, как папки. Вы можете всех своих контакты распределить по папкам. Каждая папка, к примеру, это может быть, например, какая-нибудь принадлежность этих людей. То есть семья, друзья, работа и прочее. Как видите, у меня сейчас создана папка «Семья». Ну, можно создавать и другие. Для этого заходим в настройки. Внизу увидим папки. Создать новую папку. Сразу нужно добавить людей, которых мы хотим добавить в эту папку. Выбираем несколько человек или либо одного. Даем название этой папки любое и нажимаем «Сохранить». И теперь у нас в главном экране Телеграма будет несколько вкладок, в каждой из которых будут наши контакты. Тоже довольно удобная функция. Также в Телеграме, как и во многих других мессенджерах, есть возможность создавать группы. Однако в Телеграме возможности групп значительно расширены. Для этого, чтобы создать группу, мы нажимаем на 3 полоски вверху, нажимаем «Создать группу», выбираем человека и даем название группе. Таким образом мы создали группу, добавили в нее участников, можем еще добавлять потом участников, когда группа уже будет создана. Кроме того, если мы нажмем вверху, будут указаны все участники. Кроме того, мы можем любого участника группы, если нажмем на человека и удержим, сделать администратором. То есть этот человек может управлять группой и контентом в нем.
И здесь предоставить какие-нибудь разрешения для этого человека, то есть изменить, что он может делать. Закреплять сообщения, блокировать пользователей, удаление сообщений и прочее, прочее, прочее. Кроме того, что мы можем сделать администратором любого человека группы, мы можем еще и для любого участника группы изменить разрешение. То есть, что конкретный человек может делать в нашей группе. Может ли он отправлять сообщения или нет, или только читать. Может ли он медиафайлы отправлять, GIF. Может быть, этот человек сильно много шлет сообщений, и мы, либо медиа сильно много шлет часто, и мы ограничиваем ему доступ на отправку этих самых медиа, либо вообще всех сообщений и так далее. То есть для каждого человека можно настроить разрешение. И также можно эти ограничения установить срок. Например, мы хотим ограничить возможности пользователя на 1 день. Либо заблокировать и удалить из группы. То есть для управления группой в Телеграме есть намного больше возможностей. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно подписывайся на канал, оставляй любой комментарий под этим видео и подписывайся на канал. А также можешь в комментарии написать, какие функции интересные ты знаешь о Телеграме, которые я не указал в этом видео. На этом все. Всем пока.